Hello, друг! Это третий урок. Необходимо понимать методы композиции. Это очень важный аспект. Здесь таится обширная тема, которая имеет в себе еще сотню различных ветвлений. Если зайти в интернет и прописать методы композиции, то можно найти огромный список различного материала по этой теме. Очень часто ты можешь не понимать, почему твоя картинка выглядит хреново, даже когда ты настроил все правильно. В большинстве случаев это расположение твоих объектов в сцене и неправильно выставленное освещение, что, кстати, играет под 80% всей роли от твоей работы. Это отдельная тема для разговора, которая требует большего времени, поэтому я рассказываю только о самой программе и ее возможностях. Отлично! Давай посмотрим, какие источники света есть в данный момент. В данной сцене присутствует 7 штук, 6 Aerial Light и 1 Dome Light. Dome Light тот же самый, который мы разбирали в прошлом уроке, то есть та же самая HDRI. Для стилизации я добавил 2 неона под машину для того, чтобы выглядело, поэффектнее, с тем же самым цветом, который находится на ярком акценте самой машины. Справа имеются общие блики для того, чтобы осветить переднюю часть так, чтобы взгляд падал именно на нее, плюс дополнительные блики на игрушках для добавления объема изображения, 2 легких контурных света сзади и совсем небольшой Aerial Light на крокодила. Естественно, можно подобрать различные HDRI, которые могут с одного раза убить всех зайцев и поставить всего лишь 2 или 3 источника света. Но мне нравятся те отражения, которые находятся в моей HDRI. Способ конкретно такой настройки света определяется только для статичного кадра. То есть, когда ты начнешь крутить камеру, композиция уже будет выглядеть некорректно, пересвечено и так далее. Поэтому постановка света — это вообще отдельная тема как для динамической камеры, так и для статической. Отлично! Я знаю, чего ты ждешь. Это настройка материалов. Давай перейдем к ней. Изначально, чтобы понять, как сделать реалистичный материал и с чего нужно начать, нужно посмотреть на тот референс объекта, который ты хочешь применить к своей 3D-модели. То есть, например, что касается пластика, нужно понимать, что он царапающийся и маркий материал. Достаточно одного нажатия пальца, чтобы оставить там отпечаток. Эти два фактора необходимо держать в голове, чтобы при создании пластика добавить определенные детали. Это и делает сам материал реалистичным. Давай я разберу некоторые материалы, чтобы ты понял нодовую систему, структуру того, каким образом подбираются материалы и их текстуры, и параметры, которые в ней находятся. Давай начнем с основного. У нас есть модель машины, которая имеет 5 различных материалов. То есть это не моделька, которая имеет несколько деталей и они отсоединены друг от друга. Это одна целостная модель, разделенная на сектора из полигонов. Каким образом это делается? Клацаем на модельку, переходим в режим полигонов, нажимаем левой кнопкой мыши по Live Selection. Это инструмент, позволяющий выделять эти полигоны. Выделим эти полигоны. Если ты хочешь добавить полигонов, то зажимаешь Shift, а если хочешь убрать, то Ctrl. Окей, когда ты выбрал определенное количество полигонов, зажимаешь Select и выбираешь Set Selection. И на твоей модельке появляется тег, который так и называется Selection Tag. Что мы делаем с ним дальше? Заходим в тег нашего материала, который я закинул изначально на саму модель, и заносим этот тег в Selection, вот внизу в параметрах самого тега материала. И таким образом материалы распределены по всей модели. Если 2 раза нажать на тег Selection на любой из этих тегов, ты увидишь определенный сектор, на который указан этот тег. Таким образом можно ориентироваться что куда. Итак, давай удалим все материалы, которые находятся на нашей машине. Далее будем ориентироваться как раз на теги Selection. Зайдем в Redshift, Material, и здесь у нас есть разные подвкладки. Это буквально пресеты для различных ситуаций. Они могут тебе пригодиться. В данном курсе мы разберем вкладку Material, где есть основные шаблоны этих материалов. Что же это за шаблоны? У нас есть Material, Car Paint, C4D Shader, Environment и так далее. Чтобы ты понимал, это не какие-то там супер навороченные шаблоны, которые позволяют тебе создавать именно в этих вкладках. Это если мы создадим даже просто обычный материал, создаем его. Пока просто зайдем, чтобы посмотреть. И слева у нас находятся ноды. Пока не парься. И во вкладке Material здесь как раз присутствуют те же самые шаблоны. Проведи аналогию. Просто сама суть этих настроек в том, чтобы ты не затаскивал каждый раз в Material то, что находится во вкладке Material и в самом Shader Graph. И каждый из этих материалов, то есть шаблонов, действует на какой-то определенный объект совершенно по-разному.
Давай обратно зайдем в Create Redshift Material и посмотрим, какие здесь есть. Например, есть Car Paint, и из названия уже понятно, что это конкретный материал для каких-то машин. Здесь можно сделать классный материал железному человеку. Там есть огромное количество настроек, которые позволяют тебе регулировать все, что есть на реальной машине, которая может определенным образом бликовать. У некоторых авто есть такая зернистость, знаешь, которая сразу же автоматически присутствует при этом материале. Дальше есть шаблон Hair для волос. В любом случае, если ты не создал этот шаблон, то он лежит в самом Shader Graph, где ты можешь его добавить, закинуть в Output, и все будет работать вот абсолютно так же. Это те же самые шаблоны, если взять тот же Hair. Ну, давай создадим его и заметим, что при входе в этот материал у нас создаются еще какие-то атрибуты, нити. И вот чтобы эти атрибуты не создавать изначально, и созданы эти шаблоны. Это же гораздо удобнее, правильно? Кликнем по первому материалу. Он стандартный, появляется в нижней панели всех материалов, которые здесь будут находиться. Вот здесь же ты как раз можешь создать какой-либо материал. Давай клацнем 2 раза по материалу Redshift, который мы создали, и вот он появляется. Тот самый страшный кошмар. Нодовая система. Это отличная штука, которой ты не должен бояться. Все гораздо проще, чем ты думаешь. Давай с малого. Послойная система позволяет видеть слои по порядку. Если мы касаемся иерархии, то есть что к чему присоединено, то как это происходит в обычной среде Cinema 4D? Мы должны понять, что, например, есть такая штука, как деформеры, ну или мограф. В любом случае, какая-то фишка, которая позволяет действовать напрямую с другим объектом. Но узнать ты это можешь, если нажмешь конкретно на этот объект. Допустим, в мограф есть такие фишки, которые действуют только когда ты запихал в него какой-либо объект. Но этого не видно конкретно на слоях, и очень часто, если ты передаешь какой-то проект, то человек сразу ничего не поймет. Он просто не разберется, что где лежит, зачем и почему. Меняй ты цвета каким-либо образом, создавай папки, это не важно. Главное, что ты не видишь связи, нити между ними. Понимаешь, к чему я веду? И вот как раз все это строение, что к чему идет, подключается и так далее, наглядно представлено в нодовой системе. То есть ты визуально отсматриваешь, что один шейдер подключается, допустим, к Ramp, Ramp идет в Color Correction, который подключается к ветвлению на Material, а потом к Material Blender. И все это выводится в конечную картинку. Это просто-напросто невероятно будет сложно отследить. Когда ты понимаешь, что все находится внутри слоя и каждый раз прыгать туда-сюда, это будет затруднительно. Я знаю твой основной страх. Он тоже у меня был. Что к чему подключается, да. И это тоже просто. Но давай мы сначала разберемся с текстурками и базовыми настройками материала. Все остальные ноды, вкладки и абсолютно каждая функция находится в полноценном курсе Render Redshift. Ссылочка, если что, в описании. Что у нас находится в стандартном материале? Обращай внимание на вкладки и их названия. Там нет ничего сверхъестественного. У каждого названия есть значение, причем оно совершенно обычное. Если вписывать какой-нибудь переводчик, то он дает понимание какой-нибудь вкладки, которая на самом деле и имеет это значение. Выглядит ужасающе, правда? Но если ты уже примерно знаком со средой других рендеров или работал уже в стандартном рендере Cinema 4D или других 3D-пакетах, то прекрасно видишь аналогию с названием типа Diffuse, Reflection, Refraction, Subsurface и так далее. Если не знаешь, ну и ладно. Теперь достаточно пройтись по тем названиям, которые есть в Base Properties. Ну, чтобы ты понял их суть. Угу. Так, давай разбирать, а дальше по текстурам и их подключениям. Итак, Diffuse — это цвет. Меняй его на какой-либо определенный цвет. Ну, это понятно. Ну, а также подключай к нему в дальнейшем какую-либо текстуру. Давай просто менять какие-либо функции, чтобы ты видел конкретную закономерность. Да, тебе необходимо очень хорошо понимать, что есть термины, которые будут повторяться вообще во всех рендерах. Например, такие термины, как Weight, Roughness, Samples, IOR и еще много различных. Что значит roughness? Это шероховатость. Только не в том плане, что мы начинаем тереть текстуру каким-то образом, чтобы получить на ней какие-то царапины. Ну не. Это буквально то, каким образом текстура начинает распространение своего блика на всю поверхность. То есть это эффект, когда, допустим, блик идет по идеально сглаженному металлу, который постепенно начинает иметь шероховатость. То есть миллиарды микроскопических царапин, которые создают более широкий диапазон для блика, чтобы принять на него больше света. Если блик при идеальном металле выглядит как точка,
значит, ей больше не за что зацепиться. И для его распространения необходимо еще очень много различных потертостей, чтобы свету было куда отражать. И мы повышаем его потертости для того, чтобы свет проникал в разные прощелки этой шероховатости. Вот такая аналогия. И как раз этот roughness повышает количество и масштаб. Это очень обывательским методом. Weight — это интенсивность, то есть ты повышаешь интенсивность цвета, бликов и всего, где есть этот weight. Давай по порядку. Backlighting поможет тебе создавать эффект просвета листьев. Эта штука классно помогает, если твой объект имеет самую минимальную толщину относительно всех моделей в 3D-пространстве. Да, фишка рендера заключается в том, что просчет идет на объем самой модели. То есть то же самое стекло при разной толщине может сильно измениться при рендере. И вот здесь, в Backlighting, можно добавить какой-то определенный цвет, близкий к листку, но более светлый, и дать ему определенный просвет, чтобы лес казался более реалистичным. Точнее, как раз для этого он и создан. Далее Reflection. Здесь у нас имеются настройки отражений. Все, что бликует конкретно на самой модели, относится к этому разделу. Как раз вот здесь повышаешь интенсивность или понижаешь ее. Создаешь шероховатость объекту, чтобы применить какую-то определенную структуру металла. И, кстати говоря, вот здесь вверху во вкладке Base Properties также можно увидеть функцию Preset, в которой есть огромное количество шаблонов, чтобы ты мог легко взять его для использования, либо отталкиваться от него, чтобы создать свой материал. Если мы выберем, допустим, Silver, то получим металл, который имеет свойства серебра. И вот от него уже можно отталкиваться, насколько он будет шероховатым и так далее. На самом деле это очень приближенные значения к реальным свойствам металлов. Давай вернемся обратно к исходным значениям для того, чтобы посмотреть дальше. У нас есть такая фишка, как IOR. Это отражательная способность. Значение 1 — это свойство не металла, то есть отражения присутствовать не будут. Как бы ты ни менял weight, при понижении значения мы будем наблюдать вот такой эффект, как будто бы наш объект выгибается наизнанку. Чтобы ты понимал, значения могут уходить дальше, чем те, которые находятся на бегунке. Зажимая вот эти две стрелочки на значениях, ты можешь уходить дальше, ну или вписывать все вручную. Здесь необходимо очень грамотно подбирать значения для реалистичной картинки, но ты в любом случае можешь играться, потому что от настройки освещения будет зависеть очень сильно видимость и реалистичность картинки. Следом у нас идет стекло. Это Refraction. Важно понимать, что Refraction взаимодействует с отражениями, и эксперименты Refraction дают очень классные и впечатлительные результаты. То есть Reflection — это отражение, которое имеет свойство отражать окружающую среду, а Refraction — это преломление, которое очень заметно при разных толщинах объекта. Прикольное значение, например, получается, если вывести шероховатость на большие значения, а IOR поставить примерно на 1,4. На самом деле все равно, здесь в зависимости от того, какая картинка получается. И выходит что-то интересное. Вверху есть параметр анизотропия. Это, знаешь, что-то в стиле огромного количества царапин, которые ты можешь регулировать как внутрь, так и наружу. А на некоторых машинах можно заметить такой эффект. И как раз поворот можешь регулировать с помощью Rotation. И уже с помощью этих свойств можешь достичь сотни классных материалов, которые используются в everydayках. Кстати, вот здесь есть внизу галка Link to Reflection. Она означает синхронизацию между преломлением и свойствами отражения. Это необходимо для физически корректного отображения. А это означает, что свойства объекта, света и всего, что касается рендера, работает на законы из реальной жизни. Но в любом случае, если ты говоришь, что делаешь физически некорректно, это не значит неправильно. Это значит, что ты задумал что-то нереалистичное, но определенно клевое, потому что именно необычное нас цепляет. В мультиках в любом случае что-то нереалистичное, поэтому создание какого-нибудь энергетического материала заставит человека засмотреться. Пробуй менять значения здесь, это очень весело. Чем интереснее выглядит сама моделька, тем больше преломлений, отражений интересных завитушек ты получишь. Теперь давай накинем материал на обезьяну. Далее у нас идет Subsurface. Эта штука называется подповерхностное однократное рассеивание. Знаешь, это что-то в стиле, когда ты ставишь руку на солнце и на тонких частях твоей ладони, в промежутках между пальцев, ты увидишь просвечивание. Причем градиентное, от супер оранжевого до цвета твоей кожи. То есть, условно говоря, это просвет по краям. И он создается именно здесь, для создания кожи, свечек, тонкого объекта или снега. Здесь имеется два режима – Transmittance и Extinction.
Extinction необходим для твердых объектов. Очень классно выходит, допустим, на камушках, ракушках, стекле и так далее. С первого раза эта настройка может казаться очень сложной, и в полноценном курсе я разбираю полностью всю эту структуру от и до. Ну давай перейдем к Extinction сразу. Вот как раз его я использую для того, чтобы сделать какие-нибудь просветы на ушах, ноздрях, пальцах и так далее. Сразу же по стандарту. Цвет коэффициента стал черный, не забывая, что можно уходить в параметрах выше, чем указано изначально. Extinction Scale — это в свою очередь сила рассеивания по всему объекту. Чем это рассеивание меньше, тем больше свечения нашего объекта. Ну и наоборот. А снизу выставляем тот цвет, который будет рассеиваться в тех областях, которые указаны. Ну, выставляем, например, более светлые, чем есть у нашей обезьяны. Далее мы увеличиваем Scatter Scale, который говорит нам об интенсивности данного свечения. То есть, насколько сильно будет влияние доступа света к модели в этих областях. Фаза определяет расстояние от источника света или к источнику. От 0 до 1 мы будем отдаляться от источника сильнее, концентрируясь на самых дальних участках, в то время как отрицательные значения создают ореол и эффект дальних участков. Здесь только метод экспериментов, на самом деле ничего сложного. Я знаю, что у тебя получится. И смотри, у нас есть различные вкладки: Multi-SSS, Coating, Overall, Optimization и Advanced. Multi-SSS позволяет настраивать материал что-то в стиле свечки, трехповерхностный слой для кожи и всего вязкого, жидкого и прикольного. Coating — это настройка дополнительных отражений на объекте, не включительно с Normal и Bump. Но это для создания какого-нибудь материала, который ложится как, допустим, эпоксидная смола и что-то в этом стиле. Overall — это другие значения, которые не вошли в какую-либо группу, оптимизация материала и другие настройки. Все это очень хорошо и подробно расписано в полноценном курсе. Я надеюсь, что тебе нравится Redshift и ты хочешь получше узнать эту программу для создания очень красивых и реалистичных, а может быть даже фантастических композиций. Потому что вот здесь я смогу тебе очень хорошо помочь. Итак, мы поняли, что за настройки здесь присутствуют. Теперь как подключаются в принципе все эти ноды. Секрет работает не только на Redshift, а в принципе на восприятии того, как структурированы данные с помощью сетей. Смотри, в самой ноде у нас есть вот такие кнопочки: синяя и красная. Синяя — это вход, а красная — выход. То есть мы должны что-то закинуть во вход, чтобы выход шел на следующую ноду. Либо, как в данном случае, output — это конечная нода, которая используется для вывода всей информации. Давай просто кликнем на синюю кнопочку левой кнопкой мыши и увидим здесь кучу разных параметров. Вот здесь становится реально страшно. Но опять же скажу, что нет. Смотри секрет, который я тебе покажу. Где мы находимся? На Base Properties. Куда мы, например, хотим закинуть нашу текстуру? На Refraction. Как подписывается у нас Refraction? Refraction Transmission. К какому параметру мы хотим что-либо подключить? Color. Окей, находим в синей кнопке Base Properties. Так, вот первая Refraction Transmission. Окей, нашли. Дальше Refraction, то есть Refer Color. И все. Мы нашли два сопоставления, которые имеют самую обычную иерархию. Теперь давай с пониманием какой-то ноды. Создадим такую ноду, как C4D Shader. Это шейдер, который используется в основной программе Cinema 4D. И ты можешь закинуть сюда все основные шейдеры, которые находятся в самой программе. Допустим, сразу же закинем какой-нибудь шейдер Noise. Ну, это классика. Немного его подкрутим, чтобы было более контрастно. Отлично, теперь закидываем. Я хочу добавить C4D шейдер в цвет. Чтобы закинуть его туда, у нас есть определенные условия. То есть не все шейдеры могут контачить сразу же с каким-то материалом. Ему необходимо задать параметр текстуры. Это определенный ритуал, который необходим. То есть для того, чтобы понять, что какая-то нода контактирует с другой нодой, необходимо понимать, ну да, есть вот такая штука. Обязательно нужно знать, что какая-то текстура должна прицепиться к другой текстуре для того, чтобы работать. В данном случае подключаем шейдер к текстуре. Тут у нас всего лишь одна связь. Это General Image Text 0. Отлично. Далее подключаем текстуру к чему? Мы хотим подсоединить к цвету. То есть это значит к Base Properties и Diffuse. Цвет. Далее Color. Окей, смотрим на результат, который получили, и видим, что наш Noise прицепился к нашему объекту. И это уже здорово. Но допустим, если ты хочешь подключить его к какому-нибудь рефлекшену, то нужно понимать суть текстур.
Во-первых, какие в принципе текстуры существуют? Diffuse — это цвет, Reflection — это отражение. Блики, которые находятся на объекте, берут на себя все окружение, находящееся рядом. Это и есть отражение. Refraction — это стекло. Subsurface — это свечение на нашем объекте. Также у нас присутствует Displacement — это штука, которая позволяет выдавливать объект определенным образом. Но знаешь, чтобы получать классные поры, какие-то неровности или очень хорошо подходит на поверхности, где ты хочешь вставить текстуру, например, камней, веток, в общем, для какого-то леса, где необходимы неровности. Если мы откроем какой-нибудь пак с текстурами, то как раз увидим там необходимые названия. То есть в основном Diffuse — это Diffuse. Может быть какое-то другое название, но фишка именно в том, что значения всегда одинаковые. Дальше Glossiness — это Specular, и это же Reflection. Height — это высота, а значит и Displacement. Normal — это определенное выдавливание или тот же bump. У них есть одинаковые значения, но немножко разное понимание. И Reflection. В зависимости от карты необходимо понимать, куда их подключать. Например, Glossiness можно подключить как к цвету Reflection, так и к Weight. Ну и Crowdness. Да и вообще куда угодно. Точно так же, как и Reflection, можно подключить к цвету, к Weight и Crowdness. Сама суть здесь — это понять, каким образом работает режим наложения. У каждого параметра есть свои текстуры, которые визуально выглядят по-разному. Допустим, у Diffuse это конкретный цвет, который будет накладываться. То есть количество цветовой палитры на все текстуры, которая будет идти в наложении по всей модели как самый обычный цвет. У Reflection отражение — это карта, которая больше всего похожа на альфа-канал. Чем белее участок, тем сильнее будет отражение в этих участках. Чем чернее, тем минимальнее. Если просто подключить какую-либо ноду, тот же самый C4D Shader Noise, то мы явно можем заметить как раз этот самый принцип. Если ты не понимаешь конкретно, где находится наша текстурка, как она располагается на модели, ее можно подключить сразу же в вывод, то есть в output. И таким образом можно смотреть, где конкретно находится наше изображение. Для Normal это выдавливание. Здесь необходима совершенно другая карта, которая измеряется в цветовом пространстве относительно направлений. То есть все, что будет выдавлено по оси Y, X и Z. Программа все это считывает и прекрасно понимает, в какую сторону конкретно где и что выдавливать. Точно так же ты можешь использовать самый обычный альфа-канал, то есть черно-белую карту, только уже на бамп. Да, есть различные разновидности текстур и виды их подключений. Например, Bump и Normal — это практически то же самое. Bump — это устаревшая версия Normal, которая используется только по осям Y и X. В основном ее используют для мелких деталей. Плюс добавлением Normal для выдавливания каких-то более углубленных или масштабных изменений. К слову, не все ноды и текстуры подключаются конкретно к тому, что есть в основном материале. То есть, если мы знаем, что у нас есть Diffuse, мы подключаем его к Diffuse, если есть Reflection, то к Reflection. А вот с бампом и некоторыми другими нодами вопрос обстоит по-другому. Здесь же по большей части необходимо знать сам рендер и его некоторые аспекты, чтобы понимать, куда, к чему, что подключается. Но это не при всех обстоятельствах. Допустим, Normal подключается к Overall и Bump Input. Что это значит? Если мы зайдем в самом материале во вкладку Overall, бампа мы здесь не найдем, потому что он скрыт только в подключении самого материала. Да, это просто такие фишки, которые необходимо знать. Либо методом тыка, либо посмотреть какой-либо урок. Давай сразу будем накладывать текстуры на нашу машину, чтобы ты наглядно видел, что подключение на самом деле не самое страшное, что может произойти. Самое страшное, когда ты не понимаешь, какой материал ты видишь перед собой. Но это когда ты хочешь за кем-то повторить. Итак, есть у нас цвет. Давай сделаем у него цвет камуфляжа. Создаем ноду C4D Shader, добавляем у нее Shader Noise, клацаем на изображение, которое создалось чуть ниже. И в правом нижнем углу экрана видим, что у нас отобразились настройки как раз для этого нойза, где мы можем подкрутить, повертеть то, что нам необходимо. Да, отлично, вернемся к нодам. Подключаем C4D Shader к текстуре, а затем в Diffuse. С этим, я думаю, разобрались. Далее у нас есть, скажем, потертости, которые должны влиять на конкретное место, где, казалось бы, больше всего должны быть большие потертости на игрушке, то есть в местах, где идут изгибы. Так вот, у нас есть такая нода, как курватура. Прописываем ее в поиск всех нодов.
Добавляем наш шейдер граф и кидаем сразу же на Output, для того, чтобы посмотреть, где будет происходить наш альфа-канал. Происходит автоматическое просчитывание объема модели и поиск самых кривых участков, которые имеются. Мы можем это сразу увидеть в Render View. Фишка в том, что если мы закинем его на Reflection, то он возьмет этот канал как белое, то есть то, что надо отражать, а черное не надо. Нам нужно сделать наоборот. Добавляем ноду Ramp, это самая обычная нода градиента, и кидаем курватуру на Ramp. Смотри, подключение каналов происходит самым обычным путем. Здесь не нужно придумывать велосипед, а смотришь конкретно на значение, переводишь его и понимаешь сломанным английским, что это сюда подключается, и все. Если не подключилось, ну подключи в другую. И все это кидаем в Output. Вот здесь же мы должны изменить цвета, то есть взять и нажать правой кнопкой мыши по градиенту, а далее Invert градиент. Теперь наши цвета изменились, и мы можем крутить курватуру как необходимо. Далее во вкладке Remap мы можем настраивать Input Range, то есть Min и Max, чтобы добиться той контрастности, которая необходима для тебя. Отлично! Когда мы выбрали определенные параметры и, может быть, покрутили какие-то еще настройки, закидываем наш Ramp в Base Properties Reflection Color. Ну и, соответственно, сам материал в Output. Отлично, если мы начнем крутить камеру, то заметим, что в областях, где был черный цвет, теперь перестали работать отражения. Далее я хочу добавить царапин на машину. У меня есть отдельная текстурка, которую я хочу добавить точно так же на Reflection. И тут я понимаю, что Reflection занят. Создаем ноду Color Layer. Соединяем с Ramp в Base Color, добавляем потертости в Layer 1 Color, ну а сам Layer Color в Reflection. Теперь мы подсоединили две разные карты на один Reflection. Отлично, это как раз то, что нам нужно. В самой же текстуре мы можем позиционировать ее как мы хотим. Допустим, чтобы все разводы были больше по масштабу или меньше. Это и делается именно здесь. Смотри, крокодил, который находится внизу, сделан по тому же принципу. Он похож на лакированную бумагу, которую согнули. Сам принцип здесь именно в том, чтобы понять не как покрутить кучу настроек и понадобавлять разных нот, а повнимательнее посмотреть, что конкретно отличает один материал от другого. Потому что при сгибании такой бумаги у нас образуются белые полоски именно в тех местах, где был изгиб. Именно это будет отличать один материал от другого. Да, есть же еще отдельные материалы, мы о них говорили. Давай создадим в шаблонах материал Incandescent. Это самое обычное свечение. Некоторые материалы работают только при определенных включенных настройках. Например, тот же Incandescent активен при режиме включенного GI, то есть Global Illumination. Эти настройки мы можем найти в настройках рендера Redshift и во вкладках, которые присутствуют здесь. Они сразу же действуют на наш рендер. Вот здесь можем поставить Brute Force, чтобы наши фары начали отражать пол. На данный момент у меня он включен. Если мы его выключим, то увидим, что свет перестал рассеиваться. Так интересно. То есть перестал работать Ray Tracing. Ну, так как он бы работал в реальной жизни. Картинка потеряла глубину и не имеет всех этих классных отражений друг от друга. Да, отлично. Также, например, у нас есть возможность работать с материалом Volume, который позволяет визуализировать дым. Давай добавим наш дым обратно в сцену, создадим новый материал Volume, закидываем на наш созданный дым, и в настройках здесь необходимо указать канал, который мы использовали. Я взял Volume Builder, который есть в 20-й версии Cinema 4D. Наш дым сразу же появляется. И вот здесь мы имеем кучу разных настроек, которые позволят сделать дым таким, какой он нам нужен. Настройка проникновения света через объем. Эмиссия — это свечение, то есть материал, который будет светиться с помощью определенных каналов. И все это также можно настраивать через градиент. Как видишь, Redshift имеет множество всего, и только 1/1000 того, что может дать этот рендер. Он очень гибкий и может фристайлить как угодно. Теперь смотри, каждую из всех этих нот мы разберем с тобой в полноценном курсе, чтобы ты понимал, как можно выходить из любой ситуации, понимать принцип действия материала, понять, какая возможность у тебя вообще есть, чтобы создать абсолютно все, что угодно. Надеюсь, тебе понравилась как сама программа, так и все, что я тебе рассказал. Переходи к следующему уроку, и мы посмотрим на настройки рендера.